Друзья, всем привет! Заказал на Алиэкспрессе мультитул. По фотографиям он очень похож на Лиферман Ребар. И по отзывам некоторых даже ничуть не хуже его. Давайте вскроем, посмотрим, что это за чудо. Сразу скажу, что весит он так больше, чем Лиферман. Такой прям увесистый. Во всяком случае, коробка весит. Ну, как бы не соврать, грамм, наверное, 400, потому что такая прям тяжеленькая. Давайте посмотрим, что там. Да, кстати, мультитул компании Work Pro. Между тем скажу, что Лиферман у меня был. Был, кстати, Лиферман Ребар. У двух друзей моих Лиферман. Одному из которых подарил я. И сравнивать есть с чем. Тяжеленькая вещь, реально прям тяжеленькая. Может, чехол, конечно, много весит. Сейчас проверим. Так. Для вашей поддержки. Понятно. Здесь реклама. Ну, посмотрим, что это за инструмент. Плотненькая такая штучка. Ух! Нет, ребят, это сам инструмент тяжелый. Он тяжелее Лифермана, ну, не совру, раза в 2. Прям. Если только по весу он будет соответствовать Лиферман Tool 300. Но он, естественно, больше. Где-то вот так вот. Да нет, в целом он даже больше Ребара. Но инструменты все идентичные Ребару. Так, это весь ход, что ли? Чувствуется в движении, как будто песок есть. Возможно, еще не разработался. И как бы нету такого фиксированного стопа. То есть я раздвигаю, непонятно, такое ощущение, что его можно еще дальше раздвигать, но дальше он просто складывается. Сразу скажу, что есть люфт, вот, как бы объяснить. В общем, как у ножниц, вот есть люфт определенный. Ну да, видно, что носики ходят. Так, ладно, смотрим дальше. Что есть? Пилочка. Пилочка. С двух сторон разная. Здесь мелкая, здесь более крупная. Ножик без стопа, хотя стоп я вот вижу, но он, видимо, для других инструментов. Отверточка, она же открывашечка.
Еще одна отверточка. Не знаю, какое у нее второе назначение, если оно... Так. Ну, что-то вроде шила какого-то. Так. Пилочка. Вот, у пилочки есть стопор. Так. И как тебе обратно сложить? Пока не знаю, сейчас разберусь. Так. Еще один ножичек. Так, это похоже... Да, это открывашка для консервных банок. Ну, полноценная крестовая отвертка. Почему я сказал полноценный? Потому что я заказал себе еще один мультитул от фирмы Xiaomi. Next Tool называется. Там вот эта отвертка, она неполноценная, она идет плоская очень. И она, можно сказать, фактически она вот такая. Просто здесь идет небольшая напаечка с двух сторон. Так, как же мне стопор-то? Так, стоп, здесь стопор не участвует, как я понимаю. Стопор только в пиле. Черт. Я не могу снять стопор. Может, вот сюда нужно нажимать? И с какой же силой нужно нажимать-то? Ну, кстати, еще кое-что нашел. Ага. В люфермане Ребар есть нечто подобное. Это цеплять мультитул к джинсам, к брюкам. И да, кстати, у люфермана у него все вытаскивается из внутренних частей. Здесь же, точнее, из внутренних вот отсюда. Здесь же все вытаскивается с наружных частей. Ну, возможно, в этом есть плюс, возможно, для кого-то будет минус. Очень удобно, что чтобы вытащить ту же пилу, не нужно разбирать мультитул. Пока что скажу, что, ну, не будем врать, люферман будет покачественней, во всяком случае по сборке точно, хотя у того же люфермана есть определенный минус. Когда покупаешь люферман, вот одна из частей, либо это, она всегда перекошена, то есть она идет либо выше, либо ниже. Я общался с продавцом, они говорят, они такие все. И, кстати, я был в фирменном магазине Xiaomi, собственно, где смотрел тоже мультитул их, что меня и заставило ты купить в интернете. Он мне внешне очень понравился, но у него был такой же минус. Одна из частей была ниже второй. То есть был перекос, как у люфермана. Собственно, я думаю, на этом обзор можно заканчивать. Единственное, вижу, так скажем, стопор, но не могу сообразить пока что, как он работает. Возможно, его нужно... Не понимаю, в общем, как он работает. Кстати, а здесь-то тоже, получается, я стопор вижу. Правда, он не могу сказать, что он нажимабельный, или как бы это выразиться, что он вообще должен нажиматься.
По-моему, здесь ничего нет. Смотрите-ка. Зафиксировался нож. Вот. Здесь вижу, вот она поднимается кверху. А почему же она... Ах, ничего себе. Фу, ребят, ну... Просто так не сложить. Вот. Ну, что могу подытожить? Все инструменты острые. Единственный вопрос вот по плоскогубцам. Во-первых, все-таки есть люфт, который мне очень не нравится. И второе, нету какого-то логического конца, когда ты открываешь, то есть непонятно, он полностью открылся или не полностью. В общем, ручка начинает открываться раньше. Попробуем вот так вот его, конечно. Ну да, то есть этими я смог раздвинуть дальше, чем ручками. Сейчас ручки надо сжимать с силой. Как-то не это. Не есть гуд. Но за те деньги, которые он стоит, в принципе, ребят, достойный подарок для мужчин, потому что, ну, стоит он откровенно 1500 рублей плюс-минус. За такие деньги найти что-то лучшее, думаю, что в течение месяца будет у меня к Xiaomi, ты сравню еще с ним. Ценник в официальном магазине к Xiaomi 2300. Я купил в интернете за 1800 на Алиэкспрессе. Ребят, не успел я отойти от видеокамеры, как сразу же появилась необходимость добавить кое-что, что я заметил. Сейчас я буду вытаскивать пилу, может будет слышно. Это зубчики цепляются за вот эту штуку. То есть, смотрите, я вытаскиваю. Если я буду затаскивать обратно, я упираюсь зубами. Вот. Где-то вот здесь вот. То есть необходимо отгибать, чтобы засунуть обратно. Здесь видно, что она идет не параллельно, а под углом. Вот, ну и что касается самой пилки, в конце видеоролика я постарался более-менее крупно сделать фотографии, может будет так видно. Видно, что они все не однородные, я не представляю, как это затачивали. Если смотреть с этой стороны, тут вообще кошмар, у каждой пирамидки есть какие-то свои погрешности. Какие-то зубчики на конце на пирамидках. В общем, я думаю, что пилить она, конечно, будет, но недолго, и от Лифермана все-таки далеко. По металлу смотрел, металл, конечно, тоже другой. Вообще, пишут ли правду про металл или нет, я не знаю. У Xiaomi более-менее точно написаны марки металла. У этой модельки я встречал разные вариации металла. Я думаю, что это... Я думаю, что... В общем, никто не знает, из какого металла все это сделано. Ладно, посмотрим, как он будет себя вести в работе. На этом пока все, ребят, пока.